Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео покажу, как вязать на лицевой глади вот такие пышные цветы. Эти объемные элементы можно вывязывать как украшения на кофточках, на шапочках, в общем, в любом месте, в любом порядке вы можете вязать такие пышные объемные элементы. Цветы именно вяжутся в процессе вязания, а не вышиваются. И смотрятся они пышно с двух сторон, и с лицевой стороны, и с изнанки. Процесс вязания цветков очень простой, но вот такие вот пышные правильные цветочки у меня получались не с первого раза. Вот вы видите, в первых рядах они у меня немножко кривые, но я отработала алгоритм вязания, и сейчас вам покажу, как правильно вязать такие цветочки. Пышные цветы очень красиво, выразительно смотрятся именно на лицевой глади. Причем располагать и вывязывать их можно в любом порядке, через любое расстояние. Здесь я вывязывала цветки через 5 петель и располагаю их в шахматном порядке. И начинаю вязать новый ряд, вывязывать новый ряд цветков после того, как я провязала 3 ряда лицевой глади после окончания вывязывания последнего ряда цветков, и в 4-м лицевом ряду вот начинаю вывязывать новый ряд пышных цветков. Здесь я довязала до места расположения нового цветка. Вот на 5 петлях будет вывязываться цветок, и провязываю еще 2 петли, останавливаюсь перед 3-й петлей, и эта 3-я петля будет центром цветка. Далее потребуется крючок. У меня крючок номер 3. Можно взять любой подходящий к толщине вашей пряжи крючок, которым будет удобно вытягивать и цеплять нить данной толщины, и приступаем к вывязыванию цветка. Вначале делаем на крючок накид, и далее в первую точку вводим крючок. Смотрите, отсчитываем 2 петли назад и на 2 петли вниз, то есть на 2 ряда вниз. И именно в эту петельку вводим крючок, захватываем рабочую нить и вытягиваем длинную петельку на крючок. Далее вновь делаем на крючок накид, и второй раз в ту же точку вводим крючок, вытягиваем вторую длинную петлю. Еще раз делаем накид и вытягиваем из той же точки 3-ю длинную петлю. Вот первый лепесток из пышных нитей у нас уже готов на крючке. Связана основа. Далее делаю на крючок накид. Теперь вот под центральной петлей отсчитываю вниз 1, 2, 3 петельки, и в эту 3-ю петельку ввожу крючок, получается, на 3 ряда ниже, и вытягиваю еще одну длинную петлю. Через накид из этой точки вытягиваю еще 2 длинные петли. Вот у нас второй лепесток готов. Далее переснимаю центральную петлю, вновь делаю на крючок накид. Теперь отсчитываю вперед 1, 2 петелька, и ниже на 1 ряд ввожу крючок, вот ниже петелька, захватываю рабочую нить и вытягиваю длинную петлю. Через накид из этой точки вытягиваю еще 2 петли. И вот 3 нижних лепестка цветка у нас готово. Захватываю рабочую нить и провязываю все петли с крючка. Чтобы закрепить эти 3 лепестка, провязываю еще раз вершину вот этих 3 пышных столбиков, и эту петлю переношу на спицу. И вот нижнюю половину цветка, получается, первого цветка провязали. Далее провязываю 2 петли,
до завершения цветка. То есть у нас цветок вывязан на 5 петлях. Далее провязываю 5 петель, на которых вязали цветок, рядом ниже. И на следующих 5 петлях начинаю вязать второй цветок этого ряда. Также провязываю 2 петли до центра цветка, беру крючок и начинаю вытягивать длинные петли для формирования вот пышных лепестков. Делаю на крючок накид и отсчитываю 2 петельки назад и вниз, раз, два, вторую петельку на второй ряд ниже провязанной петли. Вытягиваю первую петлю и через накид из этой точки вытягиваю еще 2 петли. Далее делаю накид и теперь под третьей центральной петлей отсчитываю 3 петли вниз и в эту точку ввожу крючок и также через накид вытягиваю 3 длинные петли. Переснимаю центральную петлю на крючок. Теперь вперед отсчитываю 2 петельки, не забывая сделать накид. И под второй петелькой на ряд ниже ввожу крючок и также из этой точки вытягиваю 3 длинные петли через накид. Вот у нас 3 пышных лепестка вытянуты. Подхватываю рабочую нить крючком и провязываю все вытянутые петли с крючка. Далее провязываю вот вершину этих 3 пышных столбиков. И нижняя часть второго цветка провязана. Далее заканчиваю этот ряд, довязываю лицевые петли до конца ряда. Далее поворачиваю работу наизнанку и следующий ряд провязываем все петли изнаночные, как обычно. В следующем лицевом ряду заканчиваю вывязывание пышных цветков и здесь буду формировать верхнюю часть, которая состоит из 2 пышных лепестков. Итак, я довязала лицевые петли до начала вязания пышного цветка. Вот они, 5 петель, третья петля — это центр цветка. И вначале я провязываю 1 лицевую петлю. Далее беру крючок, делаю на крючок накид и ввожу крючок в центр цветка. Захватив рабочую нить, вытягиваем длинную петлю. Далее через накид вытягиваю из центра цветка еще 2 длинные петли. Вот вытянув пучок пышных петель, переснимаю следующую петлю со спицы и, захватив рабочую нить, крючком провязываю все петли с крючка. И эту петлю переснимаю на спицу. Все, далее провязываю вот центральную петлю цветка и после начинаю вывязывать уже следующий пышный лепесток. Делаю на крючок накид, ввожу крючок в центр цветка, вытягиваю первую длинную петлю и через накид вытягиваю еще 2 длинные петли. Вот вытянув вот такой пучок нитей, переснимаю следующую петлю на крючок, захватив рабочую нить, провязываю все петли с крючка и эту петельку переношу на правую спицу. И по сути цветок уже готов. Далее провязываю лицевые петли до следующего цветка. И здесь повторяю то же самое. Вот первую петлю провязываю лицевой. Вот до центра цветка вот остается 1 петелька и центральная петля.
И начинаю формировать пышные лепестки. Накид на крючок, ввожу крючок в центр цветка, вытягиваю длинную петлю и затем через накид вытягиваю еще 2 длинные петли. Переснимаю петлю с левой спицы и, захватив рабочую петлю, все петли с крючка провязываю, а рабочую петельку переношу на левую спицу. Затем провязываю лицевой центральную петлю и формирую следующий лепесток. Делаю на крючок накид, ввожу крючок в центр цветка и через накид вытягиваю 3 длинные петли. Переснимаю следующую петельку со спицы, провязываю все петли с крючка и эту рабочую петельку переношу на левую спицу. И далее заканчиваю ряд, здесь провязываю все петли лицевые до конца ряда. Далее провязываю изнаночный ряд, все петли изнаночные. И еще провязываю 2 ряда лицевой и изнаночной, соответственно лицевыми и изнаночными петлями. И уже в следующем ряду начинаю формировать новый ряд пышных цветков.